С это Снежана, Снежана это С. Всем добро пожаловать на канал Bird Space. Всем привет! Меня зовут Снежана, и я рада видеть вас на канале Bird Space. И сегодня у нас будет видео о подрезке когтей попугая. Мы разберем несколько частей, несколько основных составляющих, как подрезать, чем подрезать, для чего и в каких случаях это нужно или же не нужно. Начать я хочу с инструментов, которые мы используем. Ножницы есть в каждом доме. В принципе, это можно использовать, но конкретно я рекомендую иметь щипчики отдельно для животных и обязательно личную пилочку. Они есть одноразовые, и ее можно легко купить. Также иногда для более крупных птиц удобно использовать вот такие вот вещи. Это специальные маникюрные фрезы. Они есть не у каждого дома, но если есть, то можно купить колпачок и сделать его лично попугайским. В идеале, конечно же, птица должна быть ручной и без труда должна идти к вам на руку, не бояться вас. Если у вас еще птица не приручная к рукам, обязательно займитесь этим. Ссылки на видео я оставлю в описании и в подсказках. Но если необходима подрезка клюва, когтей, и это необходимо по показаниям, тогда можно использовать полотенце и фиксировать птицу. Давайте я покажу, как это необходимо выполнять. Заведите себе не одноразовое, но хотя бы специально выделенное птичье полотенце. Вот у нас такое есть специально для птиц, и мы берем нашу птичку. Естественно, если она будет дикая, у нас так не получится, но для этого мы используем полотенце. Стоит обернуть птицу. Напоминаю, что фиксация головы делается 3 пальцами, но сейчас нам это не нужно, поскольку мы должны добраться до лапок нашей птицы. Мы можем заблокировать укусы, и вот у нас будет в доступе лапка. В идеале это выполнять процедуру в несколько рук, чтобы все это было безопаснее. Но имейте в виду, что оттягивать конечности птицы нельзя. Но фиксация полотенцем допустима. И не перекрывайте воздух птицы. Всегда она должна иметь возможность дышать. То есть вот так вот мы не закрываем на несколько минут. Все. Но поскольку у нас птица ручная, я показываю способ, которым пользуюсь я, если мне это нужно. Хотя, спойлер, я не подстригаю птицам когтики, но могу подпилить, хотя по моим рукам видно, что я этого сейчас не делаю. Итак, берется один когтик, и если наш друг разрешает, то подпиливается. Буквально чуть-чуть. Эта процедура призвана только уменьшить остроту, чтобы птица вас не ранила. Если же необходимо подстригание когтей, то берутся уже щипчики и обрезаются. Внимание! Если вы произведете неправильно обрезку, либо же у птицы очень длинные когти и пульпа, то есть кровеносный сосуд внутри когтя разросся, тогда у птицы пойдет кровь. Этого делать не нужно. Перед тем, как обрезать, вы на свет, прямо перед лампой, можете просветить коготь, и вы внутри него увидите кровеносный сосуд, и по нему резать нельзя. Лучше подрезать в миллиметре, плюс-минус, но не повредив его, потому что потом придется останавливать кровь. Иногда даже после обрезки ножницами или щипчиками могут остаться когтики очень острыми, поэтому их дошлифовывают. И имейте в виду, если вы подрезали когтики птички, они через неделю-другую все равно станут острыми. Это неизбежно, и это естественно для попугаев. А теперь поговорим, кому и зачем это нужно. Если у птицы правильные жерди, я оставлю ссылку на магазин, в котором можно приобрести качественные жерди. Если же у птицы все в порядке со здоровьем, когти, точно так же клюв стачиваются самостоятельно, и нет необходимости проводить какую-либо еженедельную или ежемесячную подрезку. Единственное, что может беспокоить владельца таких птиц, это то, что птица царапает им кожу. Но стоит ли подпиливать в таком случае когти? Нет. Это лишь ваш дискомфорт. Птице на самом деле комфортнее передвигаться с острыми когтями. Ей проще брать пищу, ей проще передвигаться по деревьям. Есть порода деревьев более скользкой корой, и, естественно, птице необходима острота. Но если есть такая необходимость, и вы не берете птицу на руки из-за того, что она очень оставляет много шрамов или же следов после своих когтей, то такое возможно и применимо. Но вы все же должны знать, что это не обязательная процедура, и птице она не нужна. У птицы в клетке должны быть жердочки разных диаметров, чтобы когти могли самостоятельно стачиваться. И давайте я просто вам даже покажу на примере своей руки. Если у птицы коготь впивается в кору дерева, прямо как сейчас в мою руку, это значит, что жердочка подобрана правильного диаметра.
Жердочки должны быть разных диаметров, но основные должны быть хорошего диаметра. В данном случае это где-то 2-3 сантиметра. У волнистиков может быть и 1,5-2. В том числе можно ставить и тоньше, и толще. Это правильно для их лапок. Но все равно, если вы замечаете, что когти не стачиваются, если постоянно перерастает клюв и когти, нужно лишний раз обратиться к врачу и, возможно, выявить причину такого перерастания. Если же уже так случилось, что пошла кровь, то, естественно, ее нужно останавливать, хотя она прекрасно может остановиться и сама, но это уже тема отдельного видео. Если вам интересно, то я обязательно его запишу. Пишите об этом в комментариях, и жду ваших также комментариев, возможно, каких-то советов друг для друга. И спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами была Снежана и Голубчик. Всем пока-пока. С это Снежана, Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал Bird Space.